Здорово, ребят! Хотел сегодня поговорить о холакратии. Часто общаюсь с предпринимателями, они спрашивают, какую систему управления мы используем. И гуляя по городам антики или более ранних эпох, возникает вопрос, почему они умирают. И, как правило, в том числе Римская империя умирает, потому что система управления у них сгнила. То есть она была хорошая в какое-то время, а потом она просто сгнила. Вот. И так, почему вы сначала начали вводить это, скажем, методологию назову ее тоже? Потому что нам просто шутка не хватало менеджеров. Мы там выросли до 20 плюс людей, и оказалось, что в компании 2 профессиональных управленца, скажем так, специалиста-управленца. Но больше набрать нам очень сложно, потому что мы набираем и увольняем их часто. Команда очень талантливая, ребята очень сильные, настоящие профессионалы. Многие ребята даже по 10-15 лет в команде. И управлять ими каким-то долбоебом, которые там 3 года поуправляли где-то рабочими, просто никак в IT-компании. Естественно, есть куча там всяких методологий, но все равно есть главные ребята, которые всем управляют. Вот, и мы посмотрели, что ребята-то, которые работают, гораздо умнее тех, кто ими управляет. А компании как-то нужно расти. И мы решили внедрить холакратию. Так уже год ее пытаемся внедрять. Смысл ее в том, что, по крайней мере, мы решили свою проблему, можно расти без менеджеров. Человек может руководить 7 людьми или 7 командами, как пример. Каждая команда это 5 или 7 человек. В команде в идеале нет главного, у каждого есть свои роли. И команда, например, по скраму, у них, конечно, там есть скрам-мастер, но есть как бы маленькие команды, они работают. Мы работаем тоже по скрамбану. В команде нет главного. И получается, каждый человек может взять любую роль. И самое главное, что ответственность на всех. То есть, если что-то плохо, то виноваты все. И даже нет смысла тут, наверное, искать виноватого. Смысл в том, что как бы все ответственны за результат, и все хотят, чтобы результат был хороший. Вот. И что очень хорошо, хорошие, отличные специалисты, профессионалы в своей области могут отлично работать без управленцев самостоятельно. Они каждый день собираются, решают проблемы. Иногда не решают, но чаще всего решают. И так могут двигаться. А хорошему управленцу можно так или иначе управлять 7 командами. Управлять это не значит, что каждый день ставить им задачи. Это значит, что команды сами по себе двигаются, а менеджер им там не мешает и направляет. И, скажем так, искореняет какие-то жуткие баги. Потому что любая система живая должна двигаться. Вот таким способом мы начали двигаться, и, по крайней мере, мы насколько-то упростили себе управление. И дали, самое главное, дали людям свободу. Люди стали более креативные. И самое главное, что их теперь не держат их идеи. Они высказывают идеи наравне со всеми и могут гораздо проще реализоваться. И нет долбоеба менеджера, которому ты даешь задачи, который потом приносит к какому-то классному специалисту, потом классный специалист ее делает, и менеджер тебе докладывает, как же круто он сделал. И конечно же, самое слабое звено в этом всем кто? Долбоеб менеджер. Так вот, сейчас этого долбоеба менеджера нету, и всем хорошо без него. Без них, точнее сказать. Просто что-то их даже стал немножко не любить. Вот. Зато еще самое главное, что каждый человек является небольшим проект-менеджером. Он берет задачку, раскидывает ее по команде, и они так работают. Каждый может взять задачу, раскидать на любое количество людей. Он за нее отвечает, и он ее делает. У каждого человека есть свои ответственности. Вот. И самое главное, что люди не отдают часть своей зарплаты долбоебам сверху, которые даже тормозят их развитие, и проблем все равно, как правило, не решают. Вот так вот. Так что, если у вас есть какие-то вопросики по холакратии, пишите, я прям буду рад вам ответить или записать более подробное видео, какой у нас еще в этом есть опыт. Все, вам удачи!